Друзья, всех приветствую в студии Вестника Кавказа. Меня зовут Александр Каргин, я политолог, востоковед. И сегодня у меня в гостях мятежник Джек, Александр Киященко, обзорщик фильмов, сериалов и пламенный коммунист. Ну, по крайней мере, так о вас пишут. Александр, добро По-моему, про пожаловать. меня в последнее время другое пишут, что я пламенный фашист. Это например. тоже, но это мы еще обсудим. Добро пожаловать в нашу студию. У нас сегодня будет с вами такой токсичный диалог. Я надеюсь. Да, степень токсичности мы определим по ходу. Если можно, просто два слова о том, как вот обзоров на клюкву, если так можно выразить, так можно сформулировать тот жанр, да, который вы любили исследовать. Как от этого вы перешли к политической аналитике? Ну, так невозможно анализировать клюкву без политической аналитики, потому что это продукт политической деятельности, скажем так. Что такое клюква? Это какие-то стереотипы о русских в художественном произведении. А стереотипы эти отталкиваются в первую очередь от политической повестки, которая доминирует в тех странах, где такие фильмы снимают. Так что невозможно в этом разобраться, не изучив какую-то историю Советского Союза, почему советская политика она была именно такой, какой она была, не изучив то, почему такой взгляд был на Советский Союз и на советскую политику там за океаном, и во всем этом надо разбираться, и в маккартизме, и в холодной войне, и во Второй мировой войне, если фильм про этот период. Ну и вообще, про что фильм снимают, в том ты и стараешься разбираться. Вот делал я там обзор на Зулейху, я читал статьи про коллективизацию, про то, там, какие факторы к голоду привели. По-моему, самый известный ваш обзор и вообще такой, по Он популярности, по крайней мере. По популярности, да, по просмотрам. Больше 1 миллиона просмотров там. Да, он самый такой рекордный. После него идут, вот, например, на Call of Duty 2 части обзоры по просмотрам, на Нюрнберг, самый последний из таких больших моих обзоров и серьезных. Нюрнберг я давно уже не заглядывал, там больше полумиллиона на текущий момент, может уже и 600, я не знаю. Ну и, естественно, если ты делаешь обзор фильма, который называется «Нюрнберг», то и в Нюрнберге тоже надо разобраться в этом процессе. То есть это просто вы начали самообразовываться, а потом политическая вот эта составляющая стала все больше и больше доминировать. Да, потому что пик развития канала у меня пришелся на такие события, как пенсионная реформа, когда многих потянуло именно изучать левую тему, потому что кто-то там разочаровывался в курсе власти, кто был настроен патриотически, кто-то разочаровывался в либеральных движухах, потому что видит, что это ни к чему не идет, это не дает никаких ответов на актуальный вопрос. Ну и люди искали альтернативу, и какие-то молодые авторы, в том числе я, тоже начинали интересоваться всей этой темой. А так как у меня еще постоянно нужно было изучать советский опыт, это подталкивало к тому, чтобы изучать, на какой идеологической платформе политика большевиков строилась и их последователей. Вы сейчас можете себя определить как коммуниста? Верно? Нет, я, как я уже на каждом интервью говорю, я вообще уже перестал видеть смысл во всех этих определениях, потому что на текущий момент коммунист или фашист – это просто ярлык. Правые называют коммунистами всех, кто им не нравится, как вот Трамп и любой другой правый коммунисты называют фашистами всех, кто им не нравится. По факту за этими словами не стоит ничего. Вы левый человек, левых взглядов? Ну а что такое левые взгляды? Я вот понимаю, когда в 19 веке говорили о левых взглядах, когда это подразумевало определенный взгляд на развитие общества, в котором ты живешь. Сейчас вот если ты скажешь левый это у нас и Анита Саркисян какая-нибудь, левый это и Зюганов, и там Семин, и какой-нибудь там шист, типа автора канала «Держать курс», который политику Израиля поддерживает. Это кто угодно может быть, вообще кто угодно. Люди абсолютно диаметрально противоположных взглядов на то, что у нас происходит в обществе. Какой смысл в термине, если он не дает четкого определения? Давайте так, левые это скорее те, кто придерживаются, я постараюсь максимально обобщенно сказать, конечно, придерживаются идеи о том, что общество развивается за счет конкуренции классов, они выделяют всегда класс угнетенных, класс угнетателей, потом дико сопереживают угнетенным и пытаются бороться с угнетателями. Сейчас считается мейнстримом, что Камала Харрис и ее политическое окружение – это левые. Я что там не вижу вот этой повестки классовой какой-то. Просто для них угнетенный класс – это всякие там геи, мигранты и так далее. Они не называют это классом, для них это социальная группа. Они просто не называют. У них там другая тема. Но геи это же не класс.
Класс, он же должен определяться по отношению к средствам производства. Но это вы по Марксу, а Маркс уже помер в 19 веке. Так вот я об этом-то и говорю, что уже невозможно как-то четко обозначить, кто такие левые на сегодняшний день. Понятное дело, что если мы говорим о Марксе, о большевиках, ну это левые, да, потому что там все четко было. А сейчас, ну это просто какое-то вот болото, которое сидит, плюется. Когда последний раз выходила какая-то вот значимая для политического мейнстрима работа вот по марксизму, по какой-то левой теме, которая должна быть актуальна? Мне кажется, что левая тема просто изменилась. Она всегда меняла, как и правая тема. Она всегда меняла, потому что правые, я думаю, вы в курсе, как появились правые и левые, это все от французской революции, да, кто где да, сидел, кто да? там Да, слева-справа сидели, левые это были там за прогресс, условно говоря, правые за консерватизм. Что левые и правые тогда это не то же самое, что левые и правые об этом-то и речь. Не то же самое, что левые и правые сегодня. Что это все меняется, но тем не менее терминология сохраняется. Окей, вы себя хоть как-то определяете или вообще сейчас никак? Нет, зачем это надо? Кому вот интересно, тот меня куда-нибудь и определяет. А для меня что от этого изменится? Вы определяли себя раньше как коммунист? Да. Определяли. А насколько это сочеталось с вот этим никнеймом, очень таким звучным, притягательным, мятежник Джек? И вообще вот как это коммунист на фоне флага конфедератов? Ну, так у нас в стране конфедератская атрибутика, она никогда и не была чем-то, что имеет под собой какую-то значимую идеологическую основу. Это просто какое-то вот культурное наслоение, что вот это определенная музыка, там это определенные фильмы, там фолк вот этот весь. Мне всегда казалось, что все-таки тема конфедерации, она больше правая. Значит, там... Да нет, у нас вот сколько каких-нибудь рок-баров, в том числе в которых Константин Семин выступал, где этот флаг конфедератский висит, или какой-нибудь страйкбольный магазин. Ты там наверное, подойдешь, ты там к бармену подойдешь, что ты там правый, он в большинстве случаев даже не поймет, что ты от него узнать хочешь. Ну, это просто такая вот прикольная тема, как вот футболки с флагом Британии, например. У нас же не только граждане Британии такие флаги носят. А почему вообще возникла эта тема с мятежником Джеком? Ну, это же все равно отсылка к теме конфедерации. Но я интересовался этой темой с культурной точки зрения, с исторической. Ну, во-первых, у нас в стране конфедерация всегда воспринималась как какая-то альтернатива победителям, а победители у нас это север, который сейчас сидит в Вашингтоне. Ну, не как бы... Там уже все перекрутилось. Если у нас раньше демократы были апологетами вот этого рабовладельческого юга, а север, наоборот, топил за прогресс, то сейчас наоборот, республиканцы считаются такими более консервативной силой, а демократы более вот этой вот, ну, по-американски левые за права вот этих всех миллионов гендеров и прочие мути. Ну вот у нас, да, считается многими, что если бы конфедерация победила, было бы лучше, потому что было бы там две разных Америки, Америка не сколлапсировала бы вот этого сегодняшнего гегемона и просто всех не докапывала бы. Ну, постойте, если бы конфедерация победила, двух разных Америк не было бы, либо просто конфедеративные штаты Америки, КША. Ну, была все равно одна Америка, просто она была бы другая. Почему? Если бы они победили, они бы добились просто сецессии и все. Я не думаю, что они всю Америку захватили бы. Конечно, в итоге. Остался бы только один. Ну, у них даже теоретически не было никаких возможностей для этого. Население, если я правильно помню, в 3 раза меньше, чем на севере. Промышленности особо нет. Слушайте, все, что они могли добиться, это просто, чтобы их в покое оставили. Вы вспомнили историю Ближнего Востока, там Израиля. У Израиля население в 10 раз меньше было, чем у Египта. Израиль взял под контроль Синайский полуостров и не отдавал. Хотя Египет пытался воевать, и Израиль побеждал, и только когда добровольно согласился, тогда и отдал. Но, как любят говорят марксисты, всякая аналогия ложна, и Израиль все-таки в совершенно другое время и в других обстоятельствах все я это просто делал. думаю, что я не марксист, я имею право проводить какие-то аналогии. Я просто думаю, что это не только же тема с Израилем. И в те периоды, в 19 веке, не только численность определяла. И до этого, если мы возьмем какие-нибудь античные времена, там, Ганнибал против Рима, да, он меньшим числом побеждал больше. То есть это всегда так работает. Я не очень хорошо разбираюсь в израильской теме, но насколько я могу судить, в технологическом и промышленном плане Израиль опережал своих конкурентов. Разве тогда нет? Точно нет. Ну, хорошо. И сегодня это спорно, если сравнивать с Ираном, но тогда точно нет. Ну, тут я спорить не буду, потому что тема все-таки не моя, но помимо численности населения, Юг уступал во всем остальном тоже. Ну, в общем, вы не верите, что они могли победить? Я не верю в то, что победа у них могла бы заключаться в оккупации всех штатов американских. Когда я говорю, что конфедерация могла бы победить, я имею в виду, что они сохранили бы свой суверенитет.
которого они и добивались. Они, в общем-то, и не ставили себе официально цели чего-то там захватить. Они хотели просто, чтобы от них Это отвалили. правда, но, по крайней мере, как вот я читал историков, что единственный вариант у них был, и они в какой-то момент это поняли, в 62 году пытались это как бы реализовать, это вообще победить полностью и сделать свою Америку. Но там был такой момент, что они вплотную подобрались к возможности оккупировать Вашингтон и просто том и там речь. предъявить свои права. Но вот не вышло у них. Не вышло просто. Хорошо, то есть вы не видите такого противоречия между темой конфедерации, темой коммунизма. Я думаю, что ваши слушатели, зрители тоже не видят. Но если бы я одновременно говорил о том, что коммунизм это правильно и рабовладение это правильно, было Вот бы я все определенное. ждал, когда вы это скажете, что коммунизм и рабовладение это где-то... Но вот если бы я вы так, так не сказали, если бы я так всё-таки говорил, не считаете. да нет, ну Ну, какой хорошо. нормальный человек сегодня будет говорить, что вот рабовладение это нужно вернуть? Потому что коммунизм, он говорит о том, что формации сменяют друг друга, прогрессивные формации переходят на смену устаревшим. И рабовладение – это устаревшая формация. Какой смысл к ней возвращаться? Вот, честно говоря, я даже не думаю, что Третья мировая война приведет к какому-то апокалипсису, как в фильмах показывают, потому что, ну, некоторые государства, ну да, понавтыкают друг другу, но останутся еще страны Африки, страны Азии, страны Латинской Америки, которых это не затронет. На они просто самосир придут вы на не смену. поедете? М? На самосир не поедете? Ну, это модная сейчас такая тема, тоже в блогерской среде. Придумать какие-то острова, куда, если что, люди поедут, если начнется апокалипсис. Впервые слышу. Можно сказать, что вот в левой тусовке вас хейтят, не любят те, кого называют true left. истинно Я левый. больше скажу, они друг друга постоянно хейтят и не любят. Я не знаю, кто там вообще Даже друг честно, друга левая любит. тусовка очень токсичная. Правда, не только левая. Не только Любая политическая, она И в не итоге только приходит к политическая этому. порой. Ну, поскольку мы сейчас с вами про левую тусовку, вот те, кого называют, вы их называете трулями, я знаю. Те, кого называют вот такие истинно левые, но они себя так сами называют, они вас очень не любят, они придумывают про вас всякие разные вещи. Вот я перечислю то, что я читал о вас от них. Ну, во-первых, что вы были агентом СБУ. Да это не они придумали, это просто стёб. Я имею в виду, что они постятся на каких-то вот подобных, скажем так, в их... Да, это во что верят люди таких взглядов? Вот труля, так называемые Нет, труля. это было на... Давайте я перечислю, а вы скажете, вы как-то прокомментируете. Хорошо, я просто про СБУ скажу, что это чисто такая стебная статья висит на стебном ресурсе, но поскольку среди трулей много людей, которые, ну, скажем, прямо тупые, многие эту статью всерьез воспринимают. Ну, это бред. Ну, естественно. Затем, то, что вы воевали на Донбассе. Причем там есть разные версии за кого. Ну, такого, честно говоря, я не встречал. Ну, если вы так плотно этот вопрос изучали, ну, К ладно. сожалению, пришлось почитать. Я на Донбассе не Редкого воевал. бреда. Все, что я там делал, это с лицом убегал от артобстрела в Донецке. Один раз там мимо мин ходил. Вы Повоевать не гуманитарную удалось. помощь туда приезжали? Или Я там снимал. снимали? У меня на российских площадках есть несколько роликов из Донецка. На ВК и на Рутюбе. Окей. Следующий момент, что вы в принципе родились в Донецке и потом уже оттуда только переехали в Ростов. Нет, я в Донецке не родился. Наверное, такой миф вырос из того, что я учился в Донецком сельскохозяйственном техникуме. Но этот техникум, он в Ростовской области находится. Он так называется, скорее всего, там из-за реки Донец или из-за того, что в Ростовской области тоже есть город Донецк другой. Но с Донецком, который ДНР, он никакого отношения не имеет. Далее, что из-за ваших взглядов от вас отказались родители. Ой, господи. Вот сколько вы времени потратили, чтобы На такой самом деле бред не так найти? много. Там ну, это все довольно готов сжато. поверить. Просто я пытаюсь понять, ну короче, ну что-то вот, хоть какое-то попадание было. Я так понимаю, это все сейчас идет из той стебной статьи. Не, из на разных «Покажи абсолютно. Вики». Нет, из очень разных. Ну, Это тоже не так. Мои родители не в курсе об этом. Таким образом, они вас не любят, они придумывают про вас всякую чушь. Мгм. В чем причина? Почему? Ну, типичный Почему интернет. А чем им еще заниматься? Они ничего больше не умеют. Там же есть определенная идеологическая подоплека. То есть они считают вас предателем левых взглядов. А левые взгляды в курсе, что я их предал.
Почему они так... Еще бы объяснить, что такое левые взгляды, ты там у каждого спросишь, там каждый из них даст какое-то свое определение, и сам же этому определению соответствовать не будет при этом, что самое смешное. Ну, они вот уже вот один докукарекался до судебного процесса, который проиграл вот недавно. Теперь человек должен мне... Вы про кого сейчас? Да есть там один Это не очень деятель, известный, да? неизвестный, но вот его сейчас очень поддерживает вся эта тусовка, потому что ну, они ощущают в этом определенную угрозу, если притягивать за клевету, которая вбрасывается в интернете, то левое движение, вот так называемое, оно просто может перестать существовать, потому что они не смогут написать ни одного ролика, ни одного поста, потому что они в принципе не умеют писать предложения без какого-нибудь вранья. На этом вот все держится. Если посмотреть, пролистать их каналы, там в Телеграме, ролики, там все строится на том, что вбрасывается какая-то новость, потом эта новость опровергается, но они как бы молчок. Вот если взять там какой-нибудь за год прошлый проверить все публикации Константина Семина, то все это строится на том, что вбрасывается новость, что там снесли памятник Ленину. Вот проклятые буржуи, вот, реакция, то все, вот все плохо, все пропало. Через 2 месяца выясняется, что памятник не сносили, а увезли на реставрацию уже, вернули на место, никаких публикаций у них про это не будет. Чисто вот вложена уже мысль подписчикам, что все, у нас все памятники Ленину сносят, везде там фашизм, сплошные там памятники Ленину повсюду. Ну такая вот, все направленное на думскроллинг, чтобы человек сидел, листал это все, бесился, злился и таким образом подсаживался. Если вот лишить их этой возможности, если обязательно как-то поответственнее подходить к тому, что они публикуют, ну все, эта лавочка, она закроется, они не смогут работать. Вот поэтому, когда у меня уже начались, ну, пока что один судебный процесс по делу о клевете, ну, они начали очень сильно нервничать из-за этого и активно навалились. А человек просто распространял про меня сведения, что я якобы там ворую гуманитарку. Пришел на суд, абсолютно ничего не предоставил суду, и у него вся линия защиты строилась на том, что это авторское мнение. Это уголовный процесс или гражданский? Гражданский. Гражданский. Хотя, конечно же, сразу же начались вопли, что я репрессирую коммунистов, через гражданский суд пытаюсь их посадить. Но это полный бред. Через гражданский. Да, ну вот у них такая повестка, вот, что у Рудова, что у Садонина, что у Бориса Юлина, все они вот это вот одинаково по методичке шпарят. Вот этот человек, который проиграл суд, начал вбрасывать, что я там якобы отказался предоставлять доказательства того, что я занимаюсь гуманитарной деятельностью, но если вот открыть вообще описание там на любом сайте юридическом, что из себя представляет гражданский процесс, то любой человек, который хочет перепроверить, он сразу же найдет информацию, что на гражданском процессе с истца такого не могут требовать, чтобы истец что-то там доказывал. В гражданском процессе по там, распространению недостоверных сведений бремя доказательства лежит на ответчике. Вот кто вбросил, вот тот и должен доказывать, что он прав. Истец должен доказать только факт того, что сведения про него были распространены, что мной было сделано. Что логично, в принципе, да. Ну, вот. Ну, им вообще время плевать. доказательства лежит на утверждающем. Люди при том-то понимают, что они врут, но они также понимают, что они уже у себя культивировали аудиторию, которая просто никогда не будет это все перепроверять. Да нет, смотрите, я когда вот читал и вот на том стебном сайте, видимо, я вполне, кстати, допускаю, что мы вот с него, вот с этого стебного, ну не сайта, а как это называется, страничка, да, с этой стебной публикации, но она стебно-негативная, там про вас клевета написано. Ну, она просто стебная. Если речь про неполжепедию, там ну, очевидно. Да, но с этого кто-то себе берет и уже у себя печатает, там, как бы, да, может, по крайней мере, так делать. То есть это, несомненно, клевета про вас распространена. И то, что вы с этим боретесь, это абсолютно нормально. Вопрос, почему они так делают? Просто потому, что вы пророссийский? Я верно? Ну, здесь же причина. То есть, я вообще условно говоря, я не люблю слово пророссийский, потому что в текущих реалиях, так же как и левый, там и правый, это просто ярлык, который вот удобно навесить на человека. Вы пророссийский или нет? Так я же говорю, ну это бессмысленный термин. У меня есть определенные взгляды. Россию, нынешнюю политику России? Так смотря в чем. Ну хорошо. В чем-то поддерживаю. Ну, давайте прямо спрошу. Вы поддерживаете СВО? Я поддерживаю солдат, которые там воюют. Я за то, чтобы Украина в ее нынешнем виде не победила, не одержала победу, чтобы там они не пришли в Крым, не устроили то же самое, что в Курске устраивали, в Купянске устраивали. Вот такое вот у меня мнение на происходящее. Вы поддерживаете там, не знаю, те законы, которые сейчас, последние наиболее популярные законы?
А которые какие у принимают. нас популярные законы? Известные, скажем так. Ну, например, там, запрет гей-пропаганды. Пользы от этого, на мой взгляд, никакой нет, зато геморроя достаточно. Вот, допустим, с теми же блокировками я себе писал во ВКонтакте. То есть вы прописываете закон, не прописываете четкие критерии, что такое гей-пропаганда, и Роскомнадзор начинает докапываться до каких-то популярных ресурсов, выставлять им невыполнимые требования. Ну, допустим, вот заблокировали они мне сайт, который мне нужен был для работы, называется NVAT. Это просто сайт со всякими футажами, со всякими звуковыми эффектами, просто сайт для работы монтажеров. Там в качестве футажей были вот эти долбанные радужные флаги. А так как у нас это уже то же самое, что флаг ИГИЛа, заблокировали сайт. Ну, чушь же полная. ИГИЛ, я которая считаю. террористическая организация. Да. Ну, закон дурацкий, как по мне. Пользы от него я не вижу. Вред, он передо мной, он уже непосредственно меня касается. Не потому, что я там к ЛГБТ отношусь, а потому что заблокировали сайт, который мне нужен был для работы, который абсолютно был, ну какая от него опасность? Вот висит сайт с футажами, там есть эти флаги дурацкие. Что вот человек, который монтажом занимается, он пойдет, увидит радугу, геем, что ли, от этого станет? Ну какой смысл? Просто вот людям пакость сделать, да и все, причем своим же. Вы поддерживаете систему российскую как таковую? Ну, я имею в виду, что вот, я, например, не хотел бы, чтобы Россия стала там, коммунистическим государством. Я считаю, что как раз нынешний путь, который сочетает в себе и социальную, и капиталистическую концепцию, он из того, что есть, он идеален, скажем так. Понять дальше его надо просто дорабатывать. Самыми разными образами, да, чтобы было лучше и так далее. Но там я не хочу какого-то дикого капитализма, но и одновременно я как бы, считаю, что коммунистическая идея абсолютно утопична, и везде, где она реализовывалась на практике, это все приводило к очень большим проблемам. Ну и сами идеи Маркса, если честно говоря, не проходят принцип фальсифицированности Карла Поппера. А вот вы хотели бы изменения России, вот как бы изменения в России, или вы поддерживаете тот формат, который есть сейчас? Я не склонен поддерживать какие-то системы, я поддерживаю конкретные решения, которые принимает та или иная система, если это решение там, в пользу народа в широком смысле слова, и если это решение в мою пользу. Если российская система делает что-то хорошее, я это поддерживаю. Если что-то плохое, я это не поддерживаю. Вот, А можете примеры привести хорошие? ну, для начала вот, вернемся вот, к примеру большевиков, которые вот вы это тоже сейчас озвучили, то, что вы это не поддерживаете. Вот почему большевики, когда пришли к власти, они добились там, увеличения численности населения, там, увеличения продолжительности жизни. Не потому же, что они называли себя большевиками, махали красными флагами и относили себя к какой-то тусовке, потому что они приняли определенные реформы. Тут отмена сословий, это вот ликвидация безграмотности, это внедрение гигиены какой-то, вот медицины, образования, все эти реформы, которые дали свои всходы положительные. Вот я поддерживаю решения, которые приняли большевики в этом направлении, а не то, что они себя большевиками называли. Также и современной системой. Что они там делают хорошего? Ну, хорошо. Слушайте, Нету. увеличение численности населения тогда было во всех странах, и во всех странах вводилась гигиена, это был общемировой тренд. И какие-то сословные вещи, они тоже Ну, в той знаете, или иной степени убирались везде. при царе что-то вот не только. озаботились этими вопросами. Да И нет, вот именно при гигиеной озаботились и при царе. Да. Вот если мы откроем статистику, посмотрим, вот именно у большевиков увидим рост этих показателей, которые непосредственно влияют на уровень жизни населения. И рост численности, и урбанизация. Я с вами готов согласиться просто с тем, что после Первой мировой войны практически везде произошел такой серьезный, ну, везде это имеется в виду. И мы видим, что что при большевиках это также произошло. Вот произошло это без большевиков, тут уже вопрос. Тут можно только гадать. Слушайте, во Франции или где-нибудь в Америке там не было большевиков, там происходили все те же самые процессы. Ну, рад за них, но давайте вспомним, что Франция и Америка – это более развитые индустриально страны были, это страны с городским населением преимущественно. Япония. Ну, неразвитая на тот момент особо страна, которая тоже росла, но там не было большевиков. Нет, погодите, Япония, она начала развиваться еще после реставрации Мэйдзи в 19 веке, если я правильно помню. У них эти процессы уже были раньше запущены без большевиков, да. Но у нас эти процессы не запускались мне кажется, вот без большевиков. Ключевое слово «без большевиков», что это все происходило. Вы понимаете, я говорю о том, без связи с большевиками. Я говорю о том, что фактически произошло, что мы можем пронаблюдать. Вы вот говорите о том, что могло бы быть. Я просто говорю, что после не значит вследствие, вот и все. Так если
если возвращаться, я примерно понимаю сейчас ваши взгляды, то есть вы не позиционируете себя никак по политической шкале, и вы оцениваете, скажем так, какие-то конкретные действия, да, Да. и либо за них, либо против. Ну, как говорится, практика критерий истины. О, это уже Практика это вот как раз таки то, чего нет у нашего левого движения это современного. по-марксистски. Ну, кстати, с этим я отчасти даже согласен. Не в полной мере, но отчасти. Так я пытаюсь все-таки понять, откуда вот этот, соответственно, негатив у того же Семина к вам, у Рудова, иноагента. Ну, откуда вот негатив у Рудова к Семину, у Семина к Рудому, там, к Батову, Ну, к в Жукову? меньшей степени. Вы не согласны, что вот эта левая тусовка, она по сути разделилась на два лагеря? Вы, может, меня сейчас, поскольку вы внутри этого всего, хоть вы и дистанцируетесь, но мне кажется, все равно вы все-таки внутри этой тусовки. Условно, два лагеря. И вот с одной стороны, левые антироссийские, я их так, вот в общем, чтобы как-то обозначить, назову, да, условные, там, не знаю, Семин и компания, да, а с другой стороны, пророссийские, Стас, и как просто, Пучков Гоблин, вы. И вот между этими двумя составляющими идет как бы Пучков борьба. левый, он все вроде не особо-то сам относит к этому Что-что? всему. Пучков левый разве? Но он не левый, по-вашему. Так он и, по его мнению, вроде не особо-то левый. Ну, Человек если просто... он здесь будет, я его спрошу. Но он способствовал популяризации определенных спикеров, которые Но он теперь левыми считается себя. левым. Да мало ли кто кем считается. Вместе с Климом Мне Жуковым. кажется, первично это как человек сам себя идентифицирует. Я не к тому, что если ты идентифицируешь себя боевым вертолетом, то ты он и есть. Но все-таки, когда мы говорим о политических воззрениях, нужно в первую очередь от этого отталкиваться, что сам человек о себе думает. Слушайте, а вам не кажется, что вот просто, вот вы говорите сейчас, как бы, основной ваш посыл, типа, ну, о чем вы меня спрашиваете, я вообще не левый. Чего вы меня за них спрашиваете? Это примерно можно Да перевести нет, всё ну так. как бы поговорить про них-то я могу. Ну, Просто- выйдет про них, то есть не про вас, а про них. Да. Просто есть такое ощущение, что вот та часть левой тусовки, которая оппозиционная, она бренд левых, бренд коммунистов таких, ну, имеется в виду для молодежи, которые, да, она его забрала себе. И сейчас та часть левой тусовки, которая пророссийская, она говорит, да мы не левые. И как бы на этот бренд вообще не претендует. И наоборот, такая позиция, что мы вот в общем просто хорошие люди. А вот те левые, антироссийские, они этот бренд себе прям забрали. И как бы, ну, я подчеркиваю, я так к левому бренду очень прохладно отношусь. Но тем не менее, как-то, ну, обидно, но почему так? Ну, потому что для них этот бренд, он имеет решающее значение. А что им еще остается? Они больше ничего не умеют, кроме как называть себя левыми и под эту тему собирать себе деньги. Но они более идейные, получается. Нет, если это, так смотреть. нет, это говорит только о том, что забери у них вот эту социальную идентичность, у них ничего не останется. Что Стас, что я, что Пучков, мы можем и прекрасно обойтись просто за счет того, что мы делаем какой-то контент. Мы изначально были авторами какого-то контента, который не имел какой-то прямой связи с чем-то идейным. Вот Стас был техноблогером, обзорщиком других блогеров, Пучков переводами занимался, я там просто делал какие-то обзоры клюквы. Первый обзор у меня вообще даже не про Советский Союз, а про царскую Россию. Мы можем, не называя себя левыми, и дальше представлять какой-то интерес для аудитории. Они без этого все, они кончатся. Поэтому они за этот бренд, за эту социальную идентичность так и цепляются. А их идейность, ну вот, я сказал, что, возможно, что получается, как бы со стороны видится, что они более идейные. Просто для меня это их идейность, она в нехорошем смысле токсичная. То есть это у них как бы нездоровая идейность. Но, Я там идейности никакой вот, сейчас я не хотел вижу, спросить, потому она что вообще, на ваш взгляд, есть? Или это если всё-таки идейность? раньше, там, после 2018 года много выходило какого-то контента на тему той же теории, много выходило попыток анализировать что-либо с позиции марксизма, там, как-то это делать. Сейчас, ну, это просто дубликат того же контента, что на либеральных каналах постится, там, все эти формальные фразочки там про классы, про еще что-нибудь, про средства производства, они так иногда формально прокидываются, но за этим ничего не стоит. Это просто то же самое, что пишет у себя какой-нибудь КАЦ. Вот у них то же самое, только, да, еще с щепоткой каких-нибудь вот этих вот марксистских жаргонизмов, и все. А в их таком, в их мане-мерке
Они хотят реставрировать СССР или чего Да они каждый добиваются? что-то своего хочет. Я же говорю, то, что вот вы говорите, там разделились на условно пророссийских, условно антироссийских, это все просто один из моментов, которых было в истории так называемого левого движения уже очень много. Сегодня они делятся по такому критерию, завтра по другому. Вот Семин с Рудым сейчас потому что Рудой он там за Меланшона, Семин, он говорит, Меланшон фигня, вот надо, как я, на греческие рэф-вечеринки коммунистические ездить. Вот услышать о них что-нибудь полезное про то, что в России делают, невозможно при этом. Вот они по этой не разделяются. С Жуковым кто-то разделяется по принципу того, что он, точнее с Майстером кто-то разделяется по принципу того, что он с Жуковым дружит и не хочет с ним ссориться. А Жуков плохой, потому что когда его Ридов поставила, он там начал заявление срочно делать, что он-то военным помогает, и вообще он за то, чтобы границы Украины двигать, ну, потому что когда забеспокоился, что после поста Ридовки у него контракты могут посыпаться государственные. Вот теперь Жуков из левых выписан. И все, кто дружит с Жуковым, те тоже уже плохие. Это перманентно у них происходит. Это сегодня из-за одного, завтра из-за другого. Завтра вот эта тема Какой-то про... клубок змей получается. Да, ну как и в любой такой тусовке, завтра вот тема СВО потеряет актуальность, я надеюсь, что там завтра, а не послезавтра, что-то побыстрее все закончится, вот они начнут друг друга грызть по другим каким-то причинам, что-нибудь еще найдут. Это постоянно Я происходит. правильно понимаю вашу мысль, что у таких людей в принципе нет перспективы из-за их вот этих человеческих качеств? Да, это именно, что тут дело в человеческих качествах, это нарциссы, инфантилы, для которых вся эта тема – это просто средство самоактуализации, и все. Там нету какой-то мысли о том, чтобы изменить мир. Все у них направлено внутрь самих себя. Как и у большинства блогеров, будем честны. Я вот тоже пришел на YouTube, потому что хотел себя самоактуализировать. Я изначально проникся большими симпатиями к левым идеям, потому что на тот момент это отвечало моим интересам не в том плане, что я подсосался к тусовке, чтобы зарабатывать, а потому что вот у меня было там, личное положение социальное, там, экономическое, там, вот я мало зарабатывал, жил в плохих условиях, и вот приходят там люди условные Рудой и говорят, что вот это вот капиталисты плохие, вот тебе книжки, вот прочитай, что ты-то молодец, а все твои проблемы из-за кого-то другого. Ну, я говорю, что это вот такая вульгаризация идей марксизма. Я-то, несмотря на то, что к себя никакому политическому спектру не причисляю, я к идеям-то марксизма положительно отношусь, не к тому, как это подают те, кто называют себя левыми сегодня. Я думаю, что это в первую очередь должна быть наука, научная дисциплина, а не способ привлечь на свою сторону каких-то люмпинов. Просто налив им в уши воду про то, какие они красавцы, и что делать ничего не надо, это вот просто донатьте мне, я устрою революцию, устрою вам жизнь хорошую. Так называемый левый движ именно этим сейчас и занимается. Вы сказали, что пришли в блогерство не чтобы заработать денег, но, видимо, и все-таки для этой цели тоже, поскольку Первые несколько лет у меня не было никакого... не было. Но сейчас есть, правильно? Но когда это стало возможным, я стал и зарабатывать. Почему Можно нет? сказать, что блогерство сделало вас богатым человеком? Ну, я зарабатываю больше, чем средний человек по стране. Блогерство это сделало, да. Скажем так, ну, не принято спрашивать сколько, но вдруг вы ответите. Ну, я обычно не отвечаю, но если кому-то очень интересно, у меня количество платных подписчиков на том же Бусти, на ВК Донате, оно открытое, могут пойти посчитать. Ну, то есть Сколько там где-то пару примерно? миллионов получается. Не, меньше, Меньше все-таки. меньше. Я недавно слышал рассуждение о том, что это очень несправедливо, что блогеры получают больше, чем, там, не знаю, условно говоря, учительница в школе, чем врач квалифицированный. Я просто считаю, что в этих рассуждениях есть существенная ошибка, потому что это зависит от того, что это за блогеры. Абсолютно большинство блогеров, там 99% не получают просто ничего. А Мгм. вот те, кто достигают успеха, да, они начинают этим зарабатывать. И тем не менее, вот как вы, с учетом, вот как вы сами сказали, что вы все же по-прежнему позитивно относитесь к марксистским, к левым идеям, как вы оцениваете то, что вот вы как блогер получаете значительно больше, чем человек труда? Ну, это несправедливо, я отдаю себе твердый отчет в этом. Ну, вот такое вот у нас общество, которое построено на несправедливом распределении Ну, просто доходов. получается активная часть этой несправедливости. Да, я капиталист. Вот это честный ответ коммуниста, мне кажется, сегодня был.
Коммунист-капиталист, это интересно. Продолжим. Давайте немного о политике поговорим, о международной политике. Мы сейчас, я не знаю, когда выйдет интервью, да, но снимаем мы накануне выборов в США. Трамп и Харрис, вы периодически что-то говорите про историю США, как делаете какие-то обзоры на это. Как вы думаете, кто победит и на чьей стороне ваши симпатии? Да, ну, какая симпатия тут может быть? Никто из этих кандидатов не заинтересован в том, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Я даже больше скажу, они не заинтересованы в том, чтобы сделать жизнь американского народа лучше, не говоря уж про нас. Я ничего от этого не жду, не особо как-то вовлечен эмоционально в эту гонку. Ну, кто победит, сейчас вот общее мнение сложилось, что, скорее всего, все-таки Трамп. Вероятно, так и есть. Но если и Харрис победит, я не удивлюсь, потому что они идут ноздря в ноздрю. Харрис вообще по опросам на 1% сейчас его опережает. Ну, изберутся, да и хрен бы с ними. Все продолжится как есть, по большому счету. Война продолжится, мне кажется, еще минимум на год. Кто бы там ни победил. Потому что заканчивать ее рано или поздно настроены обе стороны. При том, что Трамп уже сделал себе определенные ожидания от своего президентства, что он это закроет быстро, этот вопрос. И многие вот наши патриоты считаются, что это хорошо, если Трамп на это настроен так твердо, побыстрее войну закончить. Но почему-то они считают, что Трамп хочет ее заканчивать на выгодных для нас условиях. А с чего вдруг? Условия Трампа могут быть очень даже для нас невыгодные, а если мы будем отказываться, Мне то он просто может... кажется, что вообще определять формат и будущее СВО должны мы, а не американцы. Понятное дело, что с нашей точки зрения так и есть. С точки зрения американцев, они скажут, что это они должны определять. И Трамп будет стараться определять на своих условиях это. А если Путин на эти условия не согласится, он может довольно жестко начать действовать в отношении нас. И Ничего считаете, хорошего в то этом есть не будет. победа Трампа может, с одной стороны, привести к началу переговорного процесса, но если что-то пойдет не так, то все будет жестче, чем сейчас. Противостояние станет Может более быть так, жестким. может и нет, но Трамп уже был президентом, и мы помним, насколько мало из того, что он обещал перед своим президентством, он в итоге исполнил. Сейчас, конечно, может по-другому пойти, потому что считается, что сейчас у него будет более сильная команда, которая там больше на его стороне. У него же там с бывшим вице-президентом, насколько я помню, вообще вышел, такой довольно большой, да и с многими из его тогдашней команды, которая, по сути, больше работала на то, Они чтобы бойкотировали во многом его. да, на то, чтобы существующий политический мейнстрим у них там сохранялся. Сейчас вот считается, что у него более такая трампистская команда будет, и поэтому у него типа будут более развязаны руки. Но Даже я бы сказал, что они его не бойкотировали, я про старую команду, а скорее подрывали изнутри. ну да, знаете, даже если вы гражданин Америки, вот прям настолько рассчитывать и верить на политиков, это глупо. А если ты гражданин России, рассчитывать и верить там американским политикам, это еще глупее. Это я с вами согласен, 100%. Хорошо, с Америкой понятно. Если говорить в целом про ситуацию в мире, ну вот возьмем, например, Дальний Восток, да, Китай, Тайвань. Я понимаю, что это в меньшей степени сфера ваших интересов, но тем не менее. э, Северная Корея. Да. Это, там, многие из этих стран, они в свое время выбрали коммунистический путь. Вы каким-то из этих стран кому-то симпатизируете, в той же Северной Корее, или вам ближе к Китаю? Да, мне и там, уважаемые наши товарищи, они мне симпатичны, и Северная Вы бы Корея. хотели жить в Северной Корее? Ну, какое-то время там потусить было бы интересно, Не конечно. потусите, жить, знаете. Я бы ни в какой... Не путайте туризм с эмиграцией. Я бы ни в какой другой стране жить не хотел. Вот тут моя культура, мой язык, мне тут хорошо. Я за то, чтобы у нас вот здесь жизнь налаживали. А так вот именно, что, допустим, поработать там с северокорейскими какими-то кинематографистами было бы интересно. Ну, там, знаете, как такое, вахта, не вахта, как вот люди бывают, что уезжают, там пару лет работают, командировка возвращаются. такая, Командировка, да. Затяжная. Мне, в принципе, интересно посмотреть своими глазами на другие культуры. Я за границей, честно говоря, за всю свою жизнь ни разу нигде не был. Ну, кроме Украины там и ДНР. В Луганске Вы никогда не были за границей? нет. А почему? Ну, раньше денег не было, сейчас времени нет. Не, ну слушайте. Сейчас еще и по многим другим причинам это затруднительно Не, ну куда-то в ездить. Таиланд вы можете поехать, особенно с учетом того, что у вас неплохие доходы. Ну, Стас зовет, кстати говоря, отдохнуть в Таиланде, посмотрим. Может, и Вдвоем? съездим. Нет? Слава богу. Про Китай. Китай все-таки это некий такой
коллап, да, некая синергия между социалистическим и капиталистическим путями развития. Как вы относитесь к Китаю? Ну, как там сказал один из их лидеров, этот Дэн Сяопин, кажется, был, что какая Да. разница, какого цвета кошка, если она ловит мышей. Но по факту, если посмотреть на китайскую историю своими методами, они вывели огромное количество людей из бедности. Что может быть более социально справедливым, чем это? Ну, от маоизма они во многом отказались, по Ну, факту. люди просто действуют в соответствии с обстановкой, которая у них существует. Что для них сейчас эффективно, то они используют. Маоизм для своего этапа тоже был эффективен. Там тоже были важные реформы приведены при Мао. Одноязыковая реформа, чего там стоит, ну, письменная. Это ж во многом способствовало для А того, культурная чтобы... революция как не относится? Ну, там по большей части больше хера, чем какого-то здравого зерна. Но не бывает таких титанических Вы про сдвигов историю с без жертв. воробьями или с людьми? Да и с людьми, и с воробьями. Много было косяков, да, но много было сделано полезного для того, чтобы вот эту разрозненную китайскую нацию объединить. До этого А, она не была объединена. ну, даже сейчас вот можно, как вот, Вот я хотел, что, как, что изменилось? Нет, ну, был костяк, ты были отдельные, скажем так, ну, неспокойные но регионы. китайцы это же всегда был просто такой сплав разных народностей. А сейчас вот, насколько вот мне вот рассказывают люди, которые часто там бывают, даже до сих пор можно встретить китайцев, два китайца, которые друг друга не понимают, но они могут друг другу написать, объясниться. И ты понимаешь, что это сложно было спаять такую большую страну. И опять-таки, я люблю судить по результатам. Мы видим Если они не результаты понимают, то Китая. могут написать, значит, Да. язык один. Почему же они не понимают друг друга? Система иероглифов – это не то же самое, что буквы. Там не, Нет, я там не прекрасно звуки. понимаю, я это знаю. Но все-таки оно, ну, как бы есть совпадение. То есть обычно они могут написать друг другу, то они Ну, могут и воспроизвести, да. иероглифами написать. Как бы иероглифы – это ж не звуки, это смыслы. Поэтому они понимают друг друга по вот этой письменности Да, но там иероглифической. можно обычно это похожими звуками воспроизвести, я это имею в виду. Но я просто это к тому, что вот насколько, я думаю, сложно было вот такую страну огромную, вот сделать из нее, спаять то, что мы видим сегодня. И я люблю все-таки на результаты смотреть. Китай. Страна, которая, по сути, единственная имеет перспективу быть второй сверхдержавой на текущий момент. Значит, люди, которые руководили Китаем в последнее Может, и время, первый так они, оказаться. может, значит, люди, которые руководят Китаем на протяжении последние там, полувека, они, наверное, что-то соображают в государственном управлении. Это я с вами согласен, 100%. Вопрос, получится у них или нет, вопрос, что будет в будущем, это отдельный вопрос. А то, что сейчас у Китая очень серьезные перспективы, это факт. Для вас лично, как для там, человека, по-прежнему все-таки симпатизирующего тому же марксизму, для вас ближе Китай или Северная Корея? Да никто из них для меня не ближе, я же там жить не Не, я собираюсь. понимаю, ну вот как концепция построения государства. Два государства абсолютно в разных условиях существуют, поэтому у них и путь разный. Северная Корея – страна, которая ну, без какого-то там большого количества ресурсов, обложенная санкциями, на острове сидит, и она вот справляется теми методами, которые На которые у них полуострове. есть. На полуострове. Ну, на полуострове, ну, что у них там, сверху Россия, снизу Южная Корея, которая... Китай у них. Китай там сбоку, который помогает им Граница у них с выживать. Китаем. Ну, вот хорошо, полуостров. Ну, люди в таких условиях имеют возможность иметь свою ядерную программу, свою космическую программу. И люди там, вопреки вот этим байкам, ну, не голодают. Люди там живут с уверенностью в завтрашнем дне. А вот то, что в 2000-х писали, что голодали, это правда, неправда? Ну, там был у них период после вот развала Советского Союза, в частности, когда, да, и плюс это все еще наложилось на... У них там с природой какой-то катаклизм был, засуха, кажется, что-то в этом роде. У них это все совпало, да, у них вот вышла такая ситуация. Ну, побороли люди преимущественно своими силами и продолжают развиваться. А то, что они развиваются, это факт. У них люди, которые изучают этот вопрос, они фиксируют, что уровень жизни у них растет, у них города лучше становятся. Хотя многие другие страны в таких же условиях, ну, просто на карачке бы легли, и там было бы какое-нибудь Гаити очередное. Гаити. Я про Гаити тоже читал, что они развиваются. Недавно просто заметку видел про Гаити. Ну, жить там не хотелось бы.
Вот это точно могу В сказать. Гаити. Даже в командировку не хотелось бы. Вот все-таки есть разница для вас. Туда вы ходили в командировку, а на Гаити не хотели. Понятно, понятно. Не, кстати, на Гаити, я думаю, есть отдельные интересные, приличные места. Да, они и в Детройте есть. В Детройте, в самом вряд ли, хотя в самом все... Есть. Но Детройт, насколько я слышал, там сейчас уже совсем тоже... проблемы. Нет, сейчас он тоже вроде как-то начал Да, там даже в какой-то момент кто-то попытался инвестировать из серьезных товарищей, но, по-моему, там все-таки глобально все проблемно. А вот пригороды Детройта, да, там есть интересные. Поэтому там скорее пригороды. Хорошо, давайте поговорим немножко. Я уж понял, что вы все-таки как человек патриотичный, да, вы не хотите нигде жить, кроме как в России. Давайте... Да тут даже не в патриотизме дела, а в элементарном комфорте. Но зачем мне вот куда-то ехать, язык учить, каким-то новым культурным... Это понятно, но я теоретизирую. Да все равно, куда бы ты ни поехал, ты всегда там чужой будешь, но это факт. Где родился, там пригодился. Да. Правильно? Логично. Но все-таки в Таиланд не обязательно со Стасом. Вот. Но в Таиланд съездите, посмотрите. Почему вы отговариваете? Это вы хотите со Стасом туда поехать? Не, просто я там был в Таиланде без Стаса, с женой. Вот. И там прям, там прикольно. Кстати, есть у нас просто Таиланд ассоциируется с какими-то такими нездоровыми вещами, а там есть очень, есть для семей очень хорошие. Да, но там не только парни себя продают, там и девушки красивые. Там, в принципе, я просто серьезно сейчас пытаюсь сказать, вот вы меня сейчас сбиваете с этого. Там можно хорошо отдохнуть. Просто если вы никуда никогда не ездили, съездите в Таиланд. А еще можно съездить, например, в Баку. Очень красивый город. Вы там, видимо, тоже не были. Я нигде не был. Как-то какое-то у вас есть представление о Кавказе? Все-таки у нас канал называется «Вестник Кавказа». Какое-то видение будущего Кавказа. Только то, что я в новостях читаю. Представление изнутри, что там из себя представляют местные сообщества, такого представления у меня нет. Кстати, Баку очень... Это тоже такая... Это не реклама, а тоже констатация факта. Баку очень сильно развился в последнее время, да, и стал очень красивым городом. И при этом все это происходило, в том числе на фоне такого, конфликта вокруг Нагорного Карабаха. У вас есть какое-то мнение по поводу азербайджано-армянского конфликта, вообще всего, что там происходило? И вообще есть какое-то мнение вокруг этого в левой среде? Вот, кстати. В левой среде обсуждения этого особо не заметил. Что касается Кавказа, это только то, что начали у нас как по методичке дефать вот эту вот французскую бабку, которая призывала выборы не признавать. На канале... Про грузинские. Да, на канале «Вестник Бури», я его называю «Вестник Макрона». Вот начали одновременно со всеми СМИ, от которого ты ожидаешь, рассказывать, что вот это вот протесты против народного вот это вот голосования, это вот протест против этого, это народное волеизъявление. А проголосовали неправильно, там пророссийский олигарх победил, якобы пророссийский, который заявляет, что он за интеграцию в ЕС и НАТО. Да ладно. Про всяких петухов уже обсудили вроде. Что касается Азербайджана-армянского конфликта, мнение вот все-таки вы бы конкретизировали вопрос насчет этой ситуации? Нет, просто, может быть, у вас, опять же, мне казалось... Мнение у меня, жаль, что Советский Союз развалился, и страны из-за вот этих территорий. Было хорошо, когда все вместе были. Вот такое у меня мнение. Слушай, ведь конфликт начался еще во времена Советского Союза в 1988 году. Но там хотя бы не воевали, там не стреляли друг по другу дронами. Дронов просто не было, а так там уже было. Но вы имеете в виду уже на излете, там, когда там перестройка была? Конечно, перестроечное время. Перестройка это же уже начало смерти Советского Союза. Я имею в виду, хорошо было, когда все это были просто союзные республики, Советский Союз хорошо себя чувствовал, и все жили в одной стране. Вот это было хорошо. Вы считаете, в Советском Союзе не было национальных конфликтов? Да было, конечно. На бытовом уровне конфликты были всегда. Советский Союз начал трескаться именно по этим национальным окраинам. Да, понятное дело. Но пока он был жив-здоров, люди жили в мире. Я к тому, что, возможно, одна из причин того, что произошло это падение, это как раз нерешенный национальный вопрос. А что ты с ним сделаешь? Ты же не заставишь человека перестать быть армянином или азербайджанцем. Конечно, это 100%, но вот пытались сделать какое-то примирение, новую историческую общность. Шли определенные, делались определенные шаги в том, чтобы там больше было людей, которые воспринимали себя как советских людей, а не как там
каких-то там нацменов, и определенные успехи это в этом, понятное дело, были, но что такое 70 лет для целых поколений в историческом масштабе? Советский Союз недостаточно долго для этого просуществовал. Просуществует он хотя бы несколько поколений, но я думаю, что в значительной степени все эти вещи были бы решены. Я и спрашиваю, что, может, он и не сумел просуществовать именно потому, что изначально не справился с этой задачей, и, соответственно, это и подкосило его. То есть вы считаете, что То есть развал Советского Союза, он вот этих вот одна национальных из причин конфликтов? развала Советского Союза — это не решение вот этих, да, межнациональных конфликтов. Но если Наряду с экономическими проблемами и так Но далее. если смотреть с той точки зрения, что когда почувствовали слабость власти в Москве, союзные власти, начались вот этот парад Все суверенитетов, обострилось, конечно. ну, понятное дело, да, что именно, если говорить именно о территориальной стороне вопроса, да, это одна из ведущих причин. Но Территориальная, национальная развал Советского конфликты. Союза – это не только развал территории, это развал вообще экономики, это развал общественно-экономической формации. Идентичности развал тоже. Вот, то есть люди перестали себя ощущать советскими. Ну да, это одна из причин, но не главное, я считаю, все-таки все шло от экономики, от того, что у нас не развивалась должным образом экономическая наука, которая уже перестала отвечать вызовам современности на тот момент. Я думаю, что если бы вот этот вопрос в первую очередь был решен, то и с национальными вопросами как-то перебороли бы вот этот кризис. Потому что Не уверен, что это просто но я одно связано с другим. как материалист всегда считаю, что базис – это экономика, и все процессы, они в первую очередь определяются экономикой. Какие-то вещи есть, которые способствуют процессам, но определяется все всегда экономикой. Если, это по Марксу, я понимаю. если у России какой-то вот кризис экономики будет, начнутся тоже брожения в республиках, те, которые остались. Я просто думаю, что ни одной экономика единая. Здесь мне больше нравится подход Вебера, и просто, мне кажется, он больше соответствует исторической Все реальности. важно, да, просто я считаю, что есть то, что определяющее. Почему, опять же, может, вы там не следили за этим, почему в левой среде, в такой вот, даже скорее, в целом, назовем так, условно, в левой среде, когда говорят про армяно-азербайджанский конфликт, как-то вот симпатии как будто больше на стороне Армении. Хотя, опять же, сегодня Азербайджан в каком-то смысле, наверное, более дружественный России, чем Армения. Ну, может быть, в этом-то и причина. Они начинают ненавидеть всех, кто дружественный к России. Вот вы обратите условно внимание, говоря, современные левые, они просто недружественные России. в левом движении, так называемом, вот раньше довольно большим уважением пользовалась КНДР. Сейчас там КНДР ненавидят. Что Семин, там, что Камолов. Просто там чуть ли не через каждый ролик говном обкладывают эту страну. С Китаем то же самое. То есть некая такая исходная точка, опора современного, вот, я не про КПРФ сейчас говорю, а вот такого интернетовского, вот этого неформального левого движения, это негативное отношение к России. Ну, как и у либералов, да, это вот это их базис, их идеологической платформы, если это можно так назвать. Они давно до такого докатились или так всегда и было? Постепенно. Плохое отношение к российскому руководству, оно было всегда, но раньше оно обосновывалось какими-то марксистскими соображениями, что вот такой вот у нас общественно-экономическая формация, которая реакционная, ее надо сменить более прогрессивной формацией, что это вот буржуазное общество, это плохо. Это можно долго объяснять. В общем-то, у Маркса все написано, почему буржуазное общество должно смениться социалистическим. Вот раньше обсуждали... Почему в Германии оно не сменилось? Потому что тамошняя коммунистическая партия, видимо, оказалась недостаточно хороша для этой задачи. Потому что, возможно, Маркс ошибся. Но я понимаю, о чем вы Маркс, говорите. как и любой другой философ, много ошибался и зачастую был прав. Слушайте, вы точно уже не совсем марксисты. Это да. Ладно, все, хорошо. За такое могут загрызть. Откатывал от марксистских тем с вами, да. Я добился главного, что вы сказали, что Маркс мог во многом ошибаться. Все понятно. И вот это, наверное, из этого интервью, наверное, ключевой момент. Как у вот этой неформальной левой тусовки, да, интернетовской, да, подчеркиваю, мы не про КПРФ говорим, а вот именно про вот таких неформальных товарищей, как у них негативное отношение к российским властям перешло к негативному отношению ко всей России? Видимо, они посчитали слишком сложным эволюционировать в своих убеждениях во что-то такое вот более созидательное. Но это тот процесс, который идут по легкому пути, как и либералы, что это ж у них такая логическая цепочка. Вот
буржуазная власть России плохая, значит, Путин плохой, значит, те, кто поддерживает Путина, тоже плохие. А кто у нас поддерживает Путина? Ну, вот все вот эти вот люди, которые не борются с ним, там, не поддерживают нас, которые в армию идут, ну, вот они тоже плохие. И в итоге все это логическим образом приводит к тому, что в основном все вокруг плохие, одни стоят в белом пальто, красивые, коммунистические, ну, в красном пальто точнее. И в этом пальто они ненавидят Россию. Ну, получается, что да. Если судить по их публикациям, получается, что да, в любом каком-то инфоповоде новостном они всегда примут сторону ту, которая менее выгодна России. Казалось бы, вот какое дело какому-нибудь там вестнику бури до того, что в Грузии победил, как они выражаются, пророссийский олигарх, а проиграли там проамериканские олигархи, но они станут на сторону проамериканских в своей риторике, лишь бы будут против России. Я слышу ваш ответ. В заключение хочу спросить о творческих планах. То есть, какие есть мысли про развитие? Сейчас у вас продолжается совмещение каких-то обзоров с политическими аспектами. Что дальше? Я продолжу делать обзоры, но в более легком формате, чем вот какой-нибудь Нюрнберг или Зулейха, ну, чтобы почаще их выпускать, потому что у меня тут просто два пути, по сути, возможных. То, что я сейчас делаю уже для нового канала, документальные фильмы, вот то, что я там в Казани ехал, снимал, это будет на новом канале у меня выходить. Потому что алгоритмы любого видеохостинга не любят резкую смену тематики. Соответственно, со своим старым каналом мне его либо забрасывать, либо делать что-то другое. Что-то другое вот в плане не то же самое, как когда я делал вот эти вот большие обзоры по полгода, а тоже вот что-нибудь про кино, но что-нибудь такого более легкого формата. Спасибо за в меру токсичный диалог.